Всем привет! Сегодня мы рассмотрим комплекс от шейного остеохондроза, который можно делать, не вставая со стула. Он поможет вам убрать боли и улучшить кровоток. Повторяйте за мной. Во всех упражнениях необходимо держать спину ровной, вытягиваться за макушкой и не поднимать плечи вверх. И первое, с чего мы начнем, это наклоны головы в сторону. Наклоняем голову по 10 раз в каждую сторону. Стараемся сгибать ее в верхнем шейном отделе в комфортной амплитуде. Также вы можете почувствовать, что сзади в шее как будто перекатывается песочек. Это нормально. Если чувствуете какой-то дискомфорт, доходите до дискомфорта и возвращаетесь в исходное положение. Амплитуда движения должна быть комфортной. Следите за тем, чтобы подбородок не торчал вперед, шея у нас задвинута. Следующее упражнение – это повороты головы в сторону. Мы также повторяем по 15 раз в каждую сторону. Амплитуда движения должна быть комфортная. Стараемся не задирать подбородок вверх и не опускать его сильно вниз. Глазами чертим горизонт, так будет проще сохранить нейтральное положение. Если вы чувствуете боль в повороте, сокращайте амплитуду и делайте в комфортной, безболезненной амплитуде. Здесь также важно не тянуться подбородком вперед. Голова должна быть задвинута немножечко затылком назад. Каждый раз вы можете как будто бы немножко больше увеличивать амплитуду поворота головы. И опять же, только если эта амплитуда комфортна. Хорошо. Следующее упражнение – запрокидывание головы назад и вперед. Следите за тем, чтобы шея у вас оставалась стабильная. Движение происходит также в верхнем шейном отделе. Вверх носиком тянемся в потолок, вниз подбородком пытаемся коснуться груди. На вдох запрокидываем назад, на выдох возвращаемся вниз. Постарайтесь опускать именно голову, не сгибать излишне шею. Движение происходит в верхнем шейном отделе. Если вы чувствуете, что назад сильно запрокинуть голову не можете, запрокидывайте в той амплитуде, в которой вы сможете вернуть ее назад. На вдох вверх, на выдох опускаем вниз. Это движение также повторяем по 15 раз в каждую сторону. На вдох носиком вверх, на выдох подбородок прижимаем к груди. И последний раз. Вдох, выдох. Хорошо, закончили. Далее разомнем пассивно верхний шейный и средний шейный отдел. Для этого ставим руку на шею, вот таким образом, чтобы мизинец оказался под затылком. Вторую руку ставим сверху на голову. И теперь плавными движениями мы накатываем голову на руку, поддавливая немножко рукой и помогая себе мышцами шеи. Без резких движений плавно начинаем накатывать 20 раз в каждую сторону. Боли быть не должно, движение должно быть максимально мягкое. Также мы можем перемещаться немножко ниже, переставить руку уже по центру шеи и также плавно начать ее сгибать. Дышим ровно. На выдох сгибаем, на вдох возвращаемся в исходное положение. Еще ниже уходим, ставим ручку чуть-чуть ниже и снова возвращаемся под затылок мизинцем. И теперь меняем сторону. В этом упражнении важно сгибать голову именно в сторону, не вперед и не назад. Идти точно по траектории.
Вы также можете слышать, как песочек перекатывается в шее. Ручку ставим пониже и надавливаем чуть больше на голову в сторону. Но не забываем помогать себе шеей. И переставляем еще ниже. Возвращаемся также под затылок мизинцем. Плавно сгибаем шею в сторону. Закончили и переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение для нижнешейного и верхнегрудного отдела. Нам необходимо сутулиться вниз на выдох. На вдох выпрямиться, потянуться грудью вверх в потолок и собрать лопатки. Повторяем 20 раз. Каждый раз стараемся увеличить амплитуду движения. На выдох собираем плечики вниз, уходим. На вдох возвращаемся вверх и собираем сзади лопатки. Активно помогаем себе плечами. Стараемся это упражнение делать за счет грудного отдела. Поясница в данном упражнении у нас стабильна. Вверх поднимаемся, вытягиваемся за макушкой. Вниз максимально пытаемся скрутиться верхней частью корпуса. Далее усложняем упражнение, добавляем движение рук. На выдох опускаем руки вперед, на вдох раскрываем ладонями кверху, тянемся в потолок. Также повторяем 20 раз. Собрали ребра, раскрыли, тянемся вверх. Также помогаем себе лопатками, лопатки сводим и раскрываем. Следите за ладонями. Ладони задают движение плеч. Ладонь вверх в потолок, на выдох ладонь вниз. Если вам тяжело повторить сразу все повторения, будет достаточно повторить 12-15 раз. Затем плавно увеличивать количество повторений. Хорошо. Теперь потянемся грудным отделом вверх в потолок, соберем сзади лопатки, надавим руками немного в ноги и удержим такое положение в течение 5 секунд. Подбородком можно немножечко подтянуться также вверх. На выдох исходное положение. Снова вдох, давим ручками в ноги, вытягиваемся как можно выше грудным отделом в потолок. Удерживаем 5 секунд и уходим вниз. Повторяем данное упражнение 5 раз по 5 секунд. Собираем лопатки, грудью тянемся вверх, руками делаем давление в ноги небольшое. И на выдох закрываемся. И последний раз. И на выдох плавно закрываем ребра, уходим вниз. Переходим к следующему упражнению. Мобилизация грудного отдела позвоночника в ротацию. Нам необходимо расположить руки таким образом, чтобы вам было удобно толкать корпус в сторону. Мы поддавливаем руками и пассивно начинаем делать небольшие повороты корпуса. При этом плечи нам в этом движении не помогают. Мы пассивно разворачиваем корпус за счет упора в руки.
Повторяем данное движение 20 раз в каждую сторону. Не забываем, что нам нужно вытягиваться за макушкой вверх. Спину держим прямую. На выдох мы скручиваемся. На вдох возвращаемся в исходное положение. Корпусом себе стараемся не помогать. Только руками выдавливаем себя в сторону. Амплитуда движения должна быть комфортной. Давите столько, сколько у вас позволяет амплитуда и не вызывает никаких болевых ощущений. Также здесь происходит мобилизация нижнегрудного отдела. И все повторяем на вторую сторону. Опираемся руками. Я ставлю одну руку на ногу, вторую на спинку стула и пассивно начинаю разворачивать корпус в сторону. Вы можете почувствовать, что в одну сторону у вас больше движения, в другую сторону движение немного ограничено. Не старайтесь делать излишнее растяжение, делайте в комфортной амплитуде. Каждый раз как будто больше и больше выталкивая себя в сторону. На выдох мы делаем скручивание, на вдох возвращаемся в исходное положение. Плечами не помогаем, за макушкой вытягиваемся. Также необходимо, чтобы таз был плотно прижат к стулу и в нем не было движения. Следующее упражнение – мобилизация ребер. Мы ставим руки на ребра и начинаем совершать поворот вместе с ребрами в сторону. То есть старайтесь поворачиваться не только плечами, но и реберными рядами в сторону. Добавляем дыхание. На выдох поворачиваемся в сторону, вдох, исходное положение. Повторяем по 20 раз в каждую сторону. Старайтесь не смещаться тазом по стулу. Наша задача сместить именно ребра в сторону. Также смещаем ручки немного выше. И повторяем делать скручивание. Можете почувствовать приятное растяжение с противоположной стороны. Амплитуда должна быть безболезненна. И руками можно как будто немного себе помогать докручивать корпус в сторону. Хорошо, переходим на вторую сторону. На выдох поворачиваемся назад, на вдох возвращаемся в исходное положение. Руками как будто немножко себя додавливаем в сторону. Вытягиваемся за макушкой, поясница у нас немножко в прогибе, естественно. Перемещаем ручки чуть выше и также додавливаем себя в сторону. Здесь вы также можете почувствовать, что в одну сторону у вас больше движения, в другую сторону движения чуть меньше. За счет этого упражнения мы можем увеличить амплитуду поворота, если она у вас была маленькая. Переходим к следующему упражнению. Мы также будем выполнять повороты, но теперь дополнительно будем вытягиваться за рукой. Также нам необходимо удерживать голову всегда в прямом положении, то есть взгляд у нас всегда направлен прямо. И мы начинаем отводить руку в сторону, как бы тянуться за ней, но при этом голова у нас остается ровно на месте, мы ее не разворачиваем. Амплитуду движений вы выбираете ту, которая вам комфортна. У кого-то будет получаться чуть больше уйти в сторону, у кого-то амплитуда будет небольшая. Все делаем в комфортной амплитуде. Вы должны ощущать только приятное растяжение сбоку и вдоль позвоночника. На вдох исходное положение, на выдох вытягиваемся за рукой в сторону. Не забываем смотреть прямо перед собой.
И можно почувствовать также, что с каждым разом мы уходим все дальше и дальше в сторону. Переходим на вторую руку. По 20 повторений в каждую сторону. Не забываем вытягиваться за макушкой. В пояснице сохраняем небольшой естественный прогиб. Не облокачиваемся на спинку кресла. Болевых ощущений быть не должно. На вдох исходное положение, на выдох тянемся за рукой в сторону. С каждым разом старайтесь увеличивать амплитуду движения. Главное, чтобы она была безболезненна. Хорошо, закончили. Далее, зафиксировав руки в замок, фиксируем шейный отдел и начинаем совершать разгибание в грудном отделе. Стараемся не прогибать излишне поясницу, здесь она практически не участвует в движении. Руки служат для того, чтобы минимизировать переразгибание шейного отдела. Повторяем 20 раз. На вдох разгибаемся назад, на выдох собираем ребра, уходим вперед. На вдох назад, на выдох вперед. Стараемся делать движения именно грудным отделом. Движение должно быть безболезненное, до той точки максимальной, в которой вы можете разогнуться. Отлично. Далее растягиваем трапециевидную мышцу, кладем руку под бедро, второй рукой хватаем себя за ушко и плавно наклоняем голову в сторону. Вы должны почувствовать хорошее натяжение в трапеции. Сначала подбородком уходим немножко вниз, затем поворачиваем подбородок в сторону потолка. Вы должны хорошо чувствовать растяжение в трапециевидной мышце, без резких движений. Растяжение должно быть плавное. Затем мы наклоняем голову снова в бок и пытаемся как будто бы ухом вытолкнуть нашу верхнюю ручку вверх. Удерживаем положение в течение 5 секунд и расслабляемся. И снова выталкиваем ухом верхнюю руку и как будто бы хотим руку достать из-под бедра. Удерживаем в течение 5 секунд, дышим ровно и возвращаемся в исходное положение. Меняем сторону. Также подкладываем руку под бедро, обхватываем себя за ушко и сначала пассивно рукой наклоняем нашу голову в сторону. Сначала подбородком уводим немножко вниз, затем разворачиваем голову и подбородок начинает смотреть вверх. Хорошо. Надавливаем на голову плавно сверху, а ухом пытаемся вытолкнуть нашу ручку обратно вверх. Удерживаем напряжение в течение 5 секунд. И опускаемся, расслабляемся. Никаких болевых ощущений быть не должно. На вдох поднимаемся вверх и выталкиваем ухом нашу ручку. Только приятное растяжение в трапециевидной мышце. И на выдох возвращаемся в исходное положение. И последний раз. Выдавливаем нашу ручку вверх в потолок, давим ухом в нашу руку. Чувствуем растяжение в трапециевидной мышце, сохраняем его на 5 секунд и возвращаемся в исходное положение. Данный комплекс можно выполнять каждые 4-5 часов, если у вас сидячая работа и вы работаете за компьютером. А для лечения остеохондроза повторяйте данное упражнение 2 раза в день в течение 1 месяца, и боль уйдет.